Под великими пирамидами Гизы, одной из 7 чудес древнего мира, археологи сделали шокирующее открытие, которое обещает перевернуть наше представление о Древнем Египте и его архитектурных достижениях. Итальянская команда исследователей, работающая в этом историческом регионе, обнаружила 8 идентичных вертикальных колодцев цилиндрической формы. Эти колодцы, каждая из которых уходит в недра Земли на глубину 648 метров, находятся под пирамидой Хефрена и вызывают удивление своей точностью и стройной симметрией. Очевидно, что такое инженерное решение было далеко от простоты, и его наличие в таком архитектурном комплексе заставляет задуматься о высоком уровне знаний и навыков, которыми обладали древние египетские строители. Мы традиционно представляем себе пирамиды как огромные гробницы, но обнаруженные конструкции придают пирамидальному комплексу совершенно новое измерение. Каждое такое открытие поднимает больше вопросов, чем дает ответов. В контексте использования этих колодцев важно отметить, что они могут быть связаны с 2 загадочными кубическими структурами, каждая из которых составляет 80 метров в ширину. Эти подземные сооружения находятся на глубине несколько десятков метров и были обнаружены с помощью специального радара на базе синтезированной апертуры, который позволяет просвечивать Землю. С помощью этого радарного оборудования ученым удалось создать детальную карту подземного мира, простирающегося под 3 великими пирамидами. Это достижения получают особую значимость, учитывая сложность и мастерство, которые должны были быть применены для создания таких объемных и сложных структур. Также замечательно то, что сам факт существования таких конструкций свидетельствует о том, что они могли выполнять специфические функции, которые нам еще предстоит выяснить, и указывает на высокие технологии, используемые в Древнем Египте. Каждое новое открытие предвещает дальнейшие разгадки, которые могут привести к значительным изменениям в том, как мы понимаем древнюю культуру. Согласно последним данным, эти колодцы могут быть связаны с 2 загадочными кубическими структурами, каждая из которых составляет 80 метров в ширину. Эти подземные сооружения находятся на глубине несколько десятков метров и были обнаружены с помощью специального радара на основе синтезированной апертуры, который позволяет просвечивать Землю. Такой метод использовался для создания детальной карты подземного мира, простирающегося под 3 великими пирамидами. Исследования, проведенные командой из Пизанского университета и университета Стратклайда, подтверждают, что эти образования не являются естественными, что ставит вопрос, какую цель они служили. Может быть, эти конструкции использовались для религиозных обрядов, или, возможно, они были направлены на регулирование подземных вод, что могло иметь огромное значение для выживания при неустойчивом климате Древнего Египта. Таким образом, открытие новых структур меняет не только представление о строительстве пирамид, но и о том, как древние египтяне взаимодействовали с окружающей средой. В ходе последнего исследования с помощью георадара было также обнаружено L-образное строение на глубине 2 метра и более глубокая аномалия, возможно, камера, находящаяся на глубине от 3 до 10 метров. Ученый Мотоюки Сато из университета Тохоку отметил, что L-образная форма не может быть создана в естественных геологических структурах. Это открытие вызывает вопрос о возможной архитектурной и инженерной мысли древних египтян. Мы можем лишь предполагать, что это специфическое планирование, которое подразумевает наличие глубокого понимания архитекторами архитектурной симметрии и дизайна. По сути, каждая находка добавляет новые сегменты к уже созданной мозаике традиций, технологий и культуры, которые могли существовать в этот исторически значимый период. Это вновь поднимает вопрос о том, насколько высоко была развита цивилизация в области науки и техники, что и привело к созданию этих удивительных сооружений, способных выдержать испытания временем
и оставаться недоступными для понимания на протяжении веков. Интересно, что в 2023 году исследователи также нашли 30-футовый коридор внутри одной из пирамид. Эти новые данные добавляют еще больше пикантности к давно существующим вопросам о функционале и назначении пирамид. Почему бы это не быть частью древнего энергетического комплекса или даже чего-то, что использовалось в ритуальных практиках? Как только данные подтверждаются, открывается огромный потенциал для будущих исследований. Теперь все, что связано с конструкцией пирамид, требует внимательного осмысления и может кардинально изменить наши представления о древнеегипетских ритуалах и культовых практиках. Неудивительно, что эти открытия вызывают интерес не только среди ученых, но и среди широкой публики, которая жаждет узнать больше о их настоящем назначении. Кроме того, в марте 2025 года приятным дополнением к этому открытию стали находки человеческих скелетов, датируемых более чем 5000 лет назад. Эти останки принадлежат людям из Нубии, региона южнее Египта, что может изменить представление о строителях монументальных сооружений. Ранее археологи считали, что пирамиды были возведены исключительно местными рабочими. Теперь же, как утверждает остеолог Сара Филд, эта находка может заставить переосмыслить все ранее установленные догматы о строительстве пирамид. Это открытие также поднимает вопросы о культурных обменах, которые могли происходить между нубийским и египетским народами, создавая культурные часы, уникальные для этого региона. Данные находки сигнализируют о возможности многообразия в подходах к строительству и аргументируют, что пирамиды могли быть результатом более сложного взаимодействия культур, чем предполагалось ранее. Так или иначе, традиционная египтология утверждает, что прародители этих исследовательских находок были фараонами, строившими свои гробницы около 2500 года до нашей эры. Однако многие исследователи отмечают, что пирамиды были построены с помощью очень точных математических расчетов, что до сих пор вызывает множество спорных вопросов. Процессы планирования и проектирования, используемые при создании этих зданий, говорят о том, что древние египтяне обладали более совершенными знаниями в области астрономии и математики, чем это принято считать. Эта точность в строительстве и выравнивании весомых блоков создает довольно мало шансов для случайности, подчеркивая величие инженерного искусства, которое существует до сегодняшнего дня. Мы стоим на пороге открытия того, что у нас есть возможность заново написать историю, основанную на фактических данных и исследованиях, которые могут привести к радикальному пересмотру традиционного понимания древнеегипетской цивилизации. Пирамиды Гизы и их постройки привлекли внимание таких гениев, как Никола Тесла, который считал, что их строители обуздали энергию Земли для своих нужд. Кристофер Дан в своей работе рассматривал пирамиды как электростанцию, преобразующую вибрации в электричество. А Джозеф Фаррелл даже выдвинул теорию о том, что пирамиды были на самом деле с оружием, использующим некие физические явления. Эти представления показывают, что человеческое воображение в отношении великих чудес архитектуры не имеет границ. Каждый из этих ученых предлагал уникальные версии, которые отразили философские и научные искания своего времени. Однако ни одно из этих предположений так и не было подтверждено на практическом уровне. Существуют также гипотезы о том, что открытые цилиндрические колодцы могли служить для передачи энергии или звука, а кубические структуры использовались как генераторы. Эта идея заставляет нас задуматься о том, насколько глубоко развиты были технологии в Древнем Египте и какие еще тайны они могли скрыть. Рекомендуется применять современные методы физики к изучению тайных функций этих зданий, что могло бы открыть новые горизонты понимания древних цивилизаций, которые оставили этот беспримерный след в истории человечества. Настоящее значение этих методов — это возможность не просто оценивать архитектурные шедевры,
но и по-настоящему понимать, как древний народ мог использовать их в своих практиках. Несмотря на все эти открытия, команда исследователей сталкивается с значительными препятствиями. Бюрократия в Египте очень строга, и любые земляные работы строго контролируются, так как они могут повредить древние конструкции. Через несколько веков после их постройки пирамиды стали не только археологическими памятниками, но и символами национального наследия Египта, что делает их защиту критически важной задачей для государства. Археологи, несмотря на эти преграды, не собираются сидеть сложа руки. Они активно добиваются разрешения на проведение дальнейших раскопок и исследований, что является необходимым, чтобы продвигаться вперед в изучении данных находок и их значимости. Причины, по которым такие археологические действия подлежат строгому контролю, объясняются желанием сохранить уникальные культурные и исторические артефакты, а также их важность для современного египетского общества. Однако остро возникает вопрос, насколько любовь к истории может мешать нам понять ее? Возможно, лишь с получением необходимых разрешений и проведением последующих исследований на месте можно будет разгадать еще больше тайн, заключенных в этих великих сооружениях, что в итоге может стать причиной значительных сдвигов в нашей понимании роли древнего Египта в истории человечества. Все открытые слои свидетельствуют о том, что познание прошлого — это путь полный препятствий, но в то же время остающийся увлекательным и преисполненным надежды. Подводя итоги, можно сказать, что последние открытия на плато Гизы открывают перед нами совершенно новые перспективы для изучения древнеегипетской цивилизации. Как только мы сможем разгадать тайны подземного мира, возможно, мы сможем понять не только технологические достижения древних, но и их философский и духовный мир, который оставил нам эти удивительные архитектурные шедевры. Тайны, скрывающиеся под пирамидой Хефрена, обещают неожиданности и, возможно, способны изменить наше представление о прошлом. Мы живем в эпоху, когда знания о нашей истории и культуре становятся доступными, и каждое новое открытие напоминает нам о важности исследования и изучения наследия, оставленного нашими предками. Ожидание будущих исследований делает это открытие увлекательным и значимым не только для ученых, но и для всех тех, кто верит в силу истории, чтобы направить наше общество в будущее. Подобные исторические находки создают мосты между поколениями и помогают лучше осознать место человека в истории человечества.